В заключительной экономической задаче нам предстоит поднять с колен отечественную промышленность. Будем оптимизировать производство. Читаем условия. Владимир является владельцем 2 заводов в разных городах. На заводах производятся абсолютно одинаковые товары, но на заводе, расположенном во 2-м городе, используется более совершенное оборудование. В результате, если рабочие завода, расположенного в 1-м городе, трудятся суммарно Т квадрат-часов в неделю, то за эту неделю они производят 2 Т единиц товара. А если рабочие на заводе, расположенном во 2-м городе, трудятся суммарно Т квадрат-часов в неделю, то за эту неделю они производят 5 Т единиц товара. За каждый час работы на каждом из заводов Владимир платит рабочему 500 рублей. Владимиру нужно каждую неделю производить 580 единиц товара. Какую наименьшую сумму придется тратить еженедельно на оплату труда рабочих? Да, условия здесь что надо. Ну ладно, давайте решать. Если у вас не возникло никаких проблем, связанных с формулировкой задачи, то смело можете мотать на 2 минуты вперед. Именно за это время я намерен объяснить, что здесь к чему. И для этого первый вопрос. Правильно ли я формализовал условия задачи? Можно ли уже сейчас составлять какие-нибудь уравнения? Ответ: ни в коем случае нет. У нас и здесь Т, и здесь Т. Мы что, хотим и 1-му, и 2-му заводам выделить равное количество часов? А что тогда оптимизировать, простите? Для тех, кто не согласен, вот еще раз вам жест моего недоумения и негодования. Уберем это с глаз долой и попробуем еще раз. Выделим x квадрат рабочих часов 1-му заводу, получим 2х единиц товара. Y квадрат часов 2-му заводу, 5y единиц товара. Во, это другое дело. А теперь внимание, второй вопрос. Если мы выделим 100 часов 1-му заводу, то есть x равен 10, мы получим 20 единиц товара. А если 2-му выделить 100 часов, то товара уже будет 50 единиц. Получается, 2-й завод работает лучше. Эта же мысль дублируется в условии задачи. Сказано, что трудягам со 2-го завода помогает более совершенное оборудование. И вот к вам вопрос. Если 2-й завод лучше, то давайте платить рабочим именно с этого завода, а работяг с 1-го завода отправим в отпуск. Как вам этот вариант? Вообще-то вариант не очень. И дело здесь не только в гуманных соображениях. Вам математика должна кричать об ошибке. Если мы 1-му заводу дадим 1 час времени, то будет 2 единицы товара. Если 4 часа, то есть x равен 2, будет 4 единицы товара. И вот еще несколько конкретных, удобных для нас часов и единиц товара. Подумайте, как меняется производительность с увеличением времени, а я пока черкну все это дело для 2-го завода. Впрочем, уже все написано, и получается, что с увеличением времени производительность снижается. И вот вам хороший контрпример, который опровергает тезис «второй завод лучше». Возможны такие значения x и y, что 1-й завод сделает 2 единицы за час, а 2-й за 1 час делает пол единицы. Вот такие дела. Если это все понятно, то сейчас за пару минут мы решим задачку. 2х плюс 5y – это обязательно 580 по условию задачи, ведь нас просили 580 единиц за 1 неделю. Выразив y, попробуем скомпилировать функцию пока что от 2 переменных. Наш Владимир Владимирович готов выделить x квадрат и y квадрат часов. Оплата 500 рублей в час. Вот она наша функция, которая считает затраты на оплату труда рабочих. Если внедрить сюда y, то функция уже будет лишь от одной переменной x, что очень и очень хорошо. Преобразовывать эту функцию мы не будем. И так сойдет. Думаю, вы помните, что 3-м пунктом надо бы исследовать f от x на монотонность. Находим производную 1000x, затем 500 как коэффициентик остается. Далее правило дифференцирования сложной функции, сначала степенная. 2 на 116 минус 2 пятые x в первой степени и умножаем на производную аргумента степенной функции, то есть на минус 2 пятые. Самое время найти нули производной. 1000x плюс 1000 умноженное на, здесь минус 2 пятые умножились на скобочку. Вот это дело равно нулю. Находим иксы, делим на 1000, x плюс, скобки раскрываем, 4,25x, числа направо, и находим единственный корень x равный 40. Отлично. Далее находим промежутки возрастания и убывания. X – число неотрицательное. Оно даже не превосходит 290, эту точку тоже можно отметить. Определяем знаки производной. Справа плюс, а слева минус. Значит 40 – это точка минимума. Именно в ней достигается наименьшее значение функции f от x. Именно при таком x кошелек Владимира Владимировича будет в полной безопасности. Чтобы найти искомую наименьшую сумму оплаты труда рабочих, можно найти, зная x, y, а потом посчитать по этим аргументам значение функции от 2 переменных.
Но вообще-то можно было бы и просто функция f от x подставить 40, почему бы и нет. 5 миллионов 800 тысяч, вот он наш ответ. Все, кто осилил разбор этой задачи, большие молодцы. Ну а кто посмотрел все экономические задачи, честь вам и хвала, успехов на экзамене.